не верит, что мы это делаем. Давайте объясню. Меня зовут Акбар, а это мой друг Никита. Летом 2021 года мы написали списки 100 вещей, которые хотим сделать до конца жизни, и одним из главных пунктов в нашем списке было пробежать марафон. Ну или хотя бы полумарафон. Но если Никита уже бежал 10 километров в прошлом году, то я в жизни не бегал больше 8. Поэтому за 2 недели до марафона мы купили слоты и начали усиленно тренироваться. Сегодня у нас первая тренировка. Марафон уже через 2 недели. Километра есть. Еще 4. Но в реальности это была наша первая и последняя тренировка. И все бы ничего, но этот забег мы решили сделать особенным и пробежать его не одни. Имея возможность пробежать полумарафон, мы решили, что хотим поделиться ее с человеком, кто также мечтает почувствовать атмосферу забега. Знакомьтесь, это Заурия. Они с мужем открыли реабилитационный центр, где помогают людям с инвалидностью вести активный образ жизни. Мы впервые узнали об их деятельности через Инстаграм и решили, что если кто-то и знает человека с мечтой поучаствовать в марафоне, то это будут они. Мы созвонили Зауре, и она пригласила нас на их тренировку, чтобы лучше познакомиться и найти человека, кто мечтает поучаствовать в забеге. Как думаете, какой самый сложный тип? Я не знал, что еще третий есть, только я думаю, ладно. Вот, третий тип. Правильно, который не учится на ошибках. Это самый сложный путь. Меня зовут Асан, я папа особенного ребенка. И что я хочу сказать, наверное, причина, почему я начал заниматься этим видом спорта, именно потому что моему ребенку, кроме реабилитации, нужно было что-то еще, не хватало мотивации, потому что желание отпадало заниматься, развиваться и так далее. И один из мощных мотиваторов – это спорт. Красный ближе? В конце тренировки мы рассказали ребятам про наш проект и решили узнать, о чем они мечтают. Я хочу стать популярным блогером. Чемпионом стать. Плавание бірінші арналып чемпион болу. Хочу научиться монтаж. Моя большая мечта – это построить реабилитационный ресурсный такой центр, большое здание, где можно было бы и обучать, и реабилитировать, и спортом заниматься. Для подростков, для детей, для взрослых, чтобы была такая зона, кемпус такой большой. Это моя мечта, к которой мы сейчас движемся потихонечку. И, наконец, мы спросили, кто хотел поучаствовать в марафоне. Пробежать марафон. Кто бы хотел поучаствовать? Так мы познакомились с Мариам. Она занимается паралимпийским видом спорта бочи и мечтает стать чемпионкой по плаванию. Пообщались с ней и договорились вместе пробежать дистанцию. Все, спасибо вам большое. Все, ладно. Спасибо. Пока. Все, до свидания, спасибо. Как ощущение? Я вообще сидел, просто держался, чтобы не заплакать просто, когда они рассказывали. Настолько вдохновляющие истории, настолько сильные люди с такими большими амбициями. И, наверное, рад, что я познакомился с ними и в целом познакомился с ребятами. Это было классно. Короче, пришли за номерками для марафона. Спасибо. За день до марафона мы пришли забирать наши номерки и встретились с Салтанат, главным организатором Алматы-марафон, и решили получить финальные советы перед забегом. Главное мягко, не топите сразу, а то молодые, кровь кипит, захотите сразу на скорость побежать. Лучше помягче начните, а потом, если уже после 10-12 километров силы останутся, уже можно прибавлять потихоньку. И наслаждайтесь моментом, что вы делаете доброе дело, это очень круто. Я рада, что у нас такая активная, социально ответственная молодежь. Вы такие молодые, но при этом уже делаете такие серьезные шаги. Это очень вдохновляет. Я думаю, многие завтра посмотрят на вас и скажут, что вы большие молодцы и возьмут с вас пример. И вы этим должны гордиться. Завтра. Все, пока-пока. Вау. Классно. Какие еще не пацаны? Классно, то, что отлично познакомились. Очень мотивирует. Лично мой мотиватор, Салтанат. Я после просмотра Замандас такой, вау, я хочу сделать Ironman в своей жизни. В любом случае. И тоже 21 километр, какое-то начало такого пути. И классно, что оно началось вместе с Салтанат. Какие у вас ожидания на дистанцию? Ожидания не сдаваться. И классно то, что мы бежим вдвоем. Это такая поддержка, не останавливаться. Ты чувствуешь ответственность не только за себя, но и за
твоего друга, и ты не можешь сдаться и остановиться, потому что ты бежишь, и перед тобой человек еще. Да. Ну все, удачи нам, пацаны. Да, все. Sonra Akbar mı? Akbar. Nurlan. Сейчас мы переключимся на GoPro и уже увидимся на старте. Как ощущение? Вообще классно, все заряжено, все круто. 6 и 4, 2, Мы стартанули! Давай. 3 километра. Есть. Позади. Марьян, не смотри вперед. Да, везде хочу. Все. Они это сделали. 8 километров. Есть! Это был 50 километров. Честно говоря, я уже не чувствую ног. Так вперед, так вперед. Мы пробежали 13 километров. Следующие 8 мы будем каждый посвящать кому-то, одному человеку или группе людей. 13 километров. И этот километр посвящаю тебе. 12 километров вам. Вот. Спасибо, что вы есть. 14 километров мы посвящаем Зауре Ясану, основателям фонда ДЦП, людям, которые помогли Марьяму осуществить ее маленькую мечту. Вы для нас большое вдохновение. Спасибо, что вы делаете то, что вы делаете. У вас очень большое сердце, и за такими людьми будущее. Мы пробежали 16 километр, и этот километр мы хотим посвятить Салтанат. Спасибо вам за Алматы марафон, за то, что подарили городу Алматы такое прекрасное мероприятие. Спасибо за то, что с нами встретились. Спасибо, что дали возможность пробежать вместе с Марьям. Увидимся на финише. Пошел 17 километров, и его мы посвящаем всем тем, кто помог нам реализовать этот выпуск. Мы всех очень любим, ценим, уважаем. И мы пойдем получать поддержку. Снимешь, как поддержку получаем? Нам нужна поддержка! Давай, 5. Бро, немного. Мы уже сделали, давай вместе. Добьешься. Давай, бро, ты лучший. Давай, Никита. 15 километров. Посвящаем всем мечтателям. Мечтайте. Рассказывайте об этом друзьям. Пусть вас избудется. Всем мечтателям посвящается этот полумарафон. Знаете, почему она так радуется? Иди сюда. Рекорд!